Всем привет, здравствуйте, меня зовут Руслан, я представляю канал на ютубе «Московский гуппи» и аккаунт в инстаграме Руслан Юлия и наши гуппи. Друзья, сегодня мы продолжаем тему карантина для вновь прибывшей рыбки. Напоминаю вам, что в предыдущих роликах по этой теме я рассказал вам о том, как мы готовим аквариумы для карантина и переводим в них вновь прибывшую рыбку. А в этой части я расскажу вам о том, как мы проводим карантин новых гуппи. Но прежде чем я продолжу, я хочу донести до вас следующую информацию. Во-первых, все, что мы говорим в наших роликах, это наш опыт. И ни в коем случае не руководство к действию, и тем более не учебное пособие. И только вам решать, будет ли он полезен для вас или нет. Во-вторых, те препараты и кондиционеры, которые я буду показывать в этом ролике, это не реклама. Это препараты, которыми мы пользуемся в своей работе. Вот. Продолжим. Друзья, как я вам уже говорил, мы проводим пассивный или активный карантин. Пассивный карантин мы проводим для гуппи, которые мы приобретаем у знакомых нам аквариумистов и так далее. Мы знаем условия содержания этих рыбок в их аквариальных, и неоднократно приобретенные у них гуппи в 100% случаев были здоровы, если транспортировка проходила успешно. Активный карантин мы проводим для гуппи, о которых мы ничего не знаем. Например, гуппи, которые нам привозят из Азии, Европы. Или гуппи, которые мы покупаем на птичьем рынке в Москве. Да, друзья, на птичке мы тоже иногда покупаем рыбу. Если я увидел что-то необычное или интересное, или это породы гуппи нам нужны для работы. Да, еще очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это место расположения карантинных аквариумов. Те 4 аквариума, которые мы показывали вам в первой части ролика, расположены непосредственно в основной части нашей аквариальной. И они предназначены для гуппи, которые мы приобретаем у наших знакомых разводчиков. А вот для карантина рыбок, происхождение, содержание которых мы ничего не знаем, у нас поставлена специальная стойка в отдельном помещении, дабы избежать любого контакта с нашими рыбками. Эта мера предосторожности является совсем не излишней, учитывая, что большинство болезней аквариумных рыбок передается воздушно-капельным путем. И достаточно одной капли из зараженного аквариума, чтобы положить всю аквариальную, если купленная рыбка была больна. Друзья, если вы помните, то вторую часть ролика о карантине мы закончили о том, что Юлия при помощи стаканчика пересаживает рыбок в карантинный аквариум и наблюдает за ними. Если рыбка хорошо себя чувствует, свободно плавает, кушает, у нее нет никаких визуальных отклонений, налета, поджатых плавничков и так далее, то в этом случае мы добавляем в карантинный аквариум для подстраховки антибактериальное средство API Melaphix. Вот этот препарат. Это специальный препарат для защиты рыбок от бактериальных и грибковых инфекций. Он является полностью натуральным продуктом, полученным из листьев чайного дерева. К сожалению, во многих регионах России сейчас найти это средство стало проблематичным. Но выход есть. Вы можете изготовить его самостоятельно. Информация о его изготовлении, пропорциях есть в интернете. Мелафикс мы добавляем по инструкции и продолжаем наблюдать за рыбкой. Мы считаем, что добавление любых лекарств без надобности – это дополнительный стресс для гуппи. Зачем лишний раз лечить рыбок, если они и так хорошо себя чувствуют? Но если в течение пассивного карантина происходит изменение в поведении рыбки, и ее самочувствие ухудшилось, то, конечно же, мы начинаем лечение профессиональными препаратами. Здесь я тоже хочу сделать небольшое отступление. Уважаемые аквариумисты, мы не будем рассказывать вам о методах лечения гуппи, так как мы разводчики гуппи, а не ихтиопатологи. Каждый должен заниматься своим делом. Если заболели наши питомцы, кошка, собака, птица, черепаха, любое домашнее животное, мы везем их к ветеринару. Если же, не дай бог, заболел человек, то он обращается к помощи врача. Все мы знаем, что самолечение не самый лучший выход в этих ситуациях, а иногда даже губительный. Поэтому, если у нас заболели аквариумные рыбки, то чтобы не тыкать пальцем в небо и не нанести дополнительный вред их здоровью, мы обращаемся к профессионалам своего дела, врачам, ихтиопатологам. Тем более, что сейчас, благодаря интернету, нам не нужно никуда везти рыбок. Все можно сделать дистанционно. Мы представляем врачу видео больной рыбки, параметры воды, условия содержания, рацион питания и так далее.
у нас есть микроскоп, мы умеем брать соскоб и делать микроскопирование. Эту информацию мы отправляем к теопатологу и четко выполняем курс назначенного им лечения. Если вы будете задавать нам вопросы, чем и как лечить рыбу, мы заранее просим прощения, но отвечать на такого рода вопросы не будем, так как просто не можем брать на себя ответственность за чужую рыбу. Это вот такое небольшое отступление. И далее я продолжу свой рассказ про активный карантин. Как я сказал ранее, гуппи неизвестного нам происхождения мы помещаем в аквариум, который находится в отдельном помещении. Рыбка проходит адаптацию в течение недели, как и при пассивном карантине. Но потом мы начинаем комплексное лечение от всего и сразу. Первое, чего мы их лечим, это от внутренних паразитов. Потом от жаберников, далее от сосальщиков и противобактериальных инфекций. Почему мы проводим активный карантин в отношении незнакомой нам рыбы, если она в течение 7 дней ведет себя активно, хорошо, если внешних проявлений каких-либо заболеваний не наблюдается? Дело в том, как я уже говорил ранее, наличие, например, внутренних паразитов или червей, например, капиллярий, не всегда можно обнаружить на начальной стадии заражения рыбки. Поэтому мы считаем, что лучше провести профилактическую обработку рыбок соответствующими препаратами, чем гадать, заражены они или нет. Сколько же времени мы проводим карантинные мероприятия и когда мы отправляем рыбок на постоянное место жительства в нашу аквариуму? Как правило, время нахождения новых рыбок в карантине у нас составляет не менее 1 месяца. После того, как новые рыбки прошли весь курс карантинных мероприятий, мы подселяем к ним в аквариуме несколько наших рыбок из своей разводни. И в течение 7-10 дней наблюдаем за тем, как происходит их совместное проживание. И если все нормально, нет никаких признаков бактериальных инфекций, то только после этого мы проводим новых рыбок общую аквариуму. На этом мы считаем карантин завершен. Некоторые, наверное, такой путь посчитают слишком длительным и хлопотным, но мы не согласимся с этим. Объясню почему. Дело в том, что кроме обыкновенного и естественного желания занести к себе в разводню бактериальную инфекцию или какой-нибудь паразита, у нас есть еще один резон устраивать именно такого рода карантинные мероприятия. Для разведения новых пород гуппи или обновления своих линий мы приобретаем рыбок за очень приличные деньги. И для нас каждый экземпляр рыбок дорог в прямом и переносном смысле. Мы не можем позволить себе потерять даже одну рыбку. И в этой ситуации, конечно же, мы выбираем вариант дуть на воду, чтобы не обжигаться на молоке. На этом я бы мог и закончить свой рассказ, но все же не могу не рассказать вам еще об одном способе карантина для гуппи. Что это за метод? Друзья, при подготовке данного ролика я много общался с аквариумистами на птичке, у которых за плечами огромный опыт разведения и содержания аквариумных рыбок. И задавал им вопросы, какими доступными средствами и лекарствами они пользуются для карантина гуппи. И чаще всего в этих беседах они упоминали соль, метиленовый синий, фурацилин и фуразолидон. Это такой старый дедовский метод, который отработан и опробован десятилетиями. Но всегда присутствовала оговорка, что это было раньше, а сейчас столько заразы понавезли, что иногда нечем ее и не возьмешь, рыба дохнет и все. Но все же давайте я вам расскажу об этом дедовском методе карантина гуппи доступными средствами. Итак, вам понадобится соль, фурацилин, фуразолидон, метиленовый синий, ступка или другая емкость, чтобы растолочь таблетки, чистая банка с крышкой для растворения таблеток в воде, а также кувшин и емкость для купания гуппи. Пропорции для приготовления лечебного раствора я даю на 25 литров воды в аквариуме следующие. 1 таблетка фуразолидона, 2 таблетки фурацилина и 5 капель метилена синего. Если у вас аквариум другого объема, не 25 литров, то рассчитайте дозировку самостоятельно по пропорциям. Порядок действий. Сначала вы толчете в ступке таблетки фурацилина и фуразолидона. Это необходимо, так как они плохо растворяются в воде. Потом в обычную банку с крышкой наливаете чистую отстоянную воду. Высыпаете в банку растолченные в порошок таблетки, добавляете метиленового синего, закрываете крышку и интенсивно трясете. Так проделайте несколько раз до полного растворения таблеток. Пока у вас растворяется фуразолидон с фурацилином, готовите солевую ванну для купания гуппи. Берете кувшин,
В него наливаете пол-литра отстойной воды, той же температуры, что и в транспортировочных пакетах, и добавляете в нее соль из расчета 15 грамм на 1 литр воды. Размешиваете ложкой, немного ждете, чтобы соль растворилась. Соль добавляете столько граммов, сколько воды будет в отдельной емкости для купания гуппи. Для того, чтобы понять, сколько соли вам нужно, вы можете воспользоваться весами или следующей информацией. 1 столовая ложка содержит 26 грамм соли с небольшой горкой или 22 грамма без горки, но лучше воспользоваться весами. Какой объем воды наливать в контейнер, необходимо понять из количества рыбок. Если их немного, то хватит 2-3 литров. А если рыбок много, то от 5 литров и более. Продолжительность обработки вновь прибывших рыбок в солевой ванне 30 минут. Зачем нужен соляный раствор? Он нужен для удаления паразитов, которые, возможно, есть в жабрах или на теле гуппи, а также для удаления бактериальной слизи, которая может образоваться на поверхности жабер. А какой механизм действия у растворов фурозолидона, фурацилина, метилена синего? Фурозолидон и фурацилин – это противомикробные средства широкого спектра действия, которые активны в отношении довольно-таки большой группы грамм-положительных и грамм-отрицательных бактерий. Кроме того, фурозолидон обладает еще дополнительно противопротозойными свойствами. А известный всем аквариумистам кондиционер для воды метиленовый синий, прежде всего, обеспечивает защиту гуппи от грибковых заболеваний. Вносить этот раствор необходимо через 1 день с подменой 25% воды. Всего необходимо провести 4 таких внесения. Кстати, эти компоненты, фурозолидон, фурацилин и метиленовый синий, входят в состав импортного лекарственного средства для аквариумных рыбок Фуран-2. Но, к сожалению, сейчас его тоже очень трудно найти. Еще раз подчеркну, это так называемый дедовский способ карантина из подручных средств. Кроме этого способа карантина есть еще несколько вариантов применения аптечных лекарственных средств, в том числе антибиотиков. Но рассказывать вам о них я уже не буду. Кому интересно, может самостоятельно посмотреть их в интернете. Одно только хочу сказать, что для профилактики и лечения внутренних паразитов и червей у гуппи опасно использование глистогонных средств для человека или животных. При дозировке данных лекарственных средств вы легко можете ошибиться и погубить своих рыбок. Даже профессиональные лекарства для аквариумных рыбок от паразитов и червей зараженные рыбки при большой эвтаназии переносят очень тяжело. Что же тогда можно говорить для подобранных на глазок глистогонных таблеток? Подводя итоги всему вышесказанному, хочется сказать, что если у вас есть возможность приобрести профессиональные препараты для лечения аквариумных рыбок, то лучше пользоваться ими. Тем более, что в наше время появились такие болячки рыб, которые не присутствовали ранее. Например, азиатка и тому подобное. Друзья, на этом, наверное, все, пожалуй. Все, что я хотел вам сказать, я сказал. Но если у вас будут вопросы, то в своих комментариях к этому ролику вы можете нам их задавать. Можете также делиться своим опытом проведения карантина в своих аквариумах. Мы только это приветствуем. Главное, чтобы это было высказано и написано в корректной и уважительной форме к нам и зрителям нашего канала. На этом я заканчиваю. Если вам понравился этот ролик, то ставьте лайк, не стесняйтесь, нам будет приятно. И не забывайте подписываться на наш канал «Московские гуппи». У нас будет много еще чего интересного, темы есть, мы над ними работаем. А сейчас все. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.